О! Пип-пип. И выглядит это все очень круто и атмосферно. Это кто-то стырил. Чуть вот сюда не угодил. А там дестрой, товарищи. Здорово, путешественники! Мы находимся на остатках узкоколейки Гороховского торфпредприятия. Мы сейчас где-то рядом с поселком Комсомольский. В этот раз я опущу долгий рассказ о том, что это была за дорога. Ага, сейчас. Гороховское торфпредприятие возникло достаточно поздно, в 1960-х годах. Оно расположено недалеко от станции Яготина, на железнодорожной линии Нижний Новгород-Котельнич, а центральный поселок называется Комсомольский. Для доставки торфа с полей была проложена узкоколейная железная дорога. Изначально она пролегала до торфомассива Ивохино, это около 15 километров, но в конце 80-х была продлена до торфомассива Паразиха, и по состоянию на 2001 год суммарная протяженность с учетом усов составляла около 40 километров. Это самая длинная торфовозная узкоколейка в России. Среди подвижного состава использовались тепловозы Ту-4 и две самоходные электростанции СУ-2А. Последние служили для доставки рабочих и охраны на полевые базы, а также для работы с путеукладочным поездом. Основной потребитель торфа – Кировская ТЭЦ. Торф для нее на протяжении десятилетий доставлялся по узкоколейной железной дороге на станцию Перегрузочная, далее перевозился в вагонах широкой колеи. Но из-за высоких железнодорожных тарифов торф стали возить в Киров на большегрузном автотранспорте, а зимой 2020-2021 года из полевой базы были вывезены все запасы торфа. Было принято решение о ликвидации торфпредприятия и его узкоколейки. Ну а сейчас солнышко уже близится к закату, мы приехали достаточно поздно, поэтому предлагаю немножечко форсироваться. И начнем мы с осмотра вот этой кабины. Это сарайчик из кабины тепловоза, скорее всего, Ту-4. В комментариях поправьте, но что-то такое похожее есть. Замочек достаточно свежий, несмотря на общее ржавое состояние. Вполне себе адекватный. Непонятно, имеет это отношение к движению пионерок по этой дороге или нет. Сейчас это сложно сказать. Но сараюшка хозяина определенно имеет. Да, похоже на Ту-4. О! Чуть вот сюда не угодил. Да уж, опасно. Так бы и не выбрался. Ребят, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лучше путешествуйте по таким местам, сидя у себя дома, не подвергая себя опасности. Ну, а мне не привыкать. Неизвестно, насколько бы туда ушел. Так вот, кабина. С другой стороны видны поручни, заваренные листами металла окна. Ну, классика жанра. Ну-ка, здесь что, змей нет? Нет. Видно, что там только рифленый пол. Ладно, ребят, давайте не будем тратить время и немножечко ускоримся. Итак, перегруз торфа. Я остановился очень рядом с ним. Практически вот торф-перегруз от этого пути отделяет вот этот вот лесочек. Подъезд, конечно, очень удобный. Разгружаться будем здесь. Уже с 22 года ведется разборка этой железной дороги. Я когда ехал в поселок, проезжал через переезд, и в принципе там движения нет никакого, наката нет. Кто-то говорит, осталось 1,5 километра, кто-то говорит больше. Ну, как говорится, будем посмотреть. Барабанная дробь. О, остатки перегруза. Причем остатки такие посерьезнее, чем в баллоне мы видели. И тут можно уже найти узкоколейный путь 1, узкоколейный путь 2. И сразу прям идя вдоль этих путей, натыкаемся на место, куда сваливали торф. Это должен быть какой-то бункер, и там транспортерная лента. Ну, это опыт и логика. Да, так оно и было, только тут сейчас, ну, как бы это сказать, место, где купаться запрещено, определенно не просто так. Вон там птичка выпорхнула. Усилено такими вот металлопрофилем здоровым, чтобы туда вагончики не попадали. И было раз, два, ну, минимум 2 пути. Здесь разгружали вагоны узкой колеи. И по наклонной части вот этого здания, там даже видно транспортерная лента, туда наверх она и подавала торф. И он перегружался в вагоны широкой колеи. О чем недвусмысленно намекают вот эти ширококолейные пути. 1520 миллиметров колея. Конечно, у нас пока нет дрезины на эту колею.
Да и на дрезине здесь особо не разъездишься, потому что совсем рядом находится железнодорожная станция Иготина, которая располагается на линии Нижний Новгород-Котельнич. Собственно, туда составы, наполненные торфом, выставляли и в Киров на ТЭЦ везли топливо. Но это было раньше, сейчас уже нет. Как можно заметить, ваш капитан очевидность. Здесь, видимо, был типа поста управления что-то всей этой погрузкой, потому что, как мы видим, железнодорожных путей здесь два. Соседнее здание сохранилось немножечко получше. Аккуратно ноги бережем. Аккуратнее, ребят. Опять два железнодорожных пути узкой колеи. И опять та же самая картина. Только здесь, конечно, еще потрэшовее. Кстати, это все торф. Если загорится, ух, дымить будет. Да, вот такая картина. В принципе, мы с вами в Мещере видели нечто очень похожее. Прям вот очень-очень похожее. Такой же наклонная поверхность была с транспортером. По бокам лесенки для обслуживающего персонала. И все это на погрузку шло. Туда я не иду дальше, потому что, ну вот здесь вот видно, насколько эта плита ненадежна. Ну как же не включить режим слабоумие и отвага. Обычно такие лестницы настолько кондовые, что я раньше сгнию, чем она. Так. Так, и вот она дверь. Да нет, кстати, не так уж и жутко. Можно? А здесь как-то вот так. Распределительный щит, 380, да, управление вот этими конвейерами было. Левый транспортер, главный контактор, сигнал. Пип-пип. И вот такая вот штука. Ничего не понятно, но очень интересно. Сделано в СССР. Рукоятка вообще зачетная, конечно. И сигнальный жилет, правильно. Охрана труда на первом месте. На этом, в принципе, с перегрузом можно заканчивать. Единственное уточнение. Скорее всего, вагоны подавались вот с помощью такого троса. Кондовый мощный трос тянется. Наверняка были лебедки. Здесь какой-то пост управления. Вон видно, провода торчат. Еще не до конца все вырванные. Ну, на этом как бы история перегруза, к сожалению, подошла к концу. Остались только вот несколько путей узкоколейных, которые очень глубоко заросли. Мы даже по ним с вами не поедем. Итак, пионерка уже на колесах. В этот раз едем на новом двигателе. Старый все-таки после лет эксплуатации, больше 2000 пробега, приказал долго жить. Разгрузился я у машины. Вначале проедем в сторону тупичка. Для чистоты эксперимента начинаем писать наш трек. Собственно, вот поселок Комсомольский, станция Иготина. Вот мы здесь, заедем на торфпредприятие и посмотрим, сколько из этого великолепия осталось существовать. Нашу локацию мы пишем. Также из нововведений это вот такой вот скоростимер. Ну, как принято говорить, спидометр. Ножелезский скоростимер. Он берет данные с GPS, поэтому показания достаточно точные. Единственное, у него нет таких параметров, как пробег, максимальная скорость и прочее. Но у нас это все пишется вот сюда в телефоне. Поэтому давайте заводимся и начинаем наше маленькое путешествие. Лифановский вообще мотор нравится. Во! Да, друзья, долго ехать не пришлось. Буквально за этим завалом рельсы уже теряются. Вон машина, здесь какое-то зданице. Ну, как бы на этом все. Ладно, поедем, посмотрим, что у нас там впереди. Ехать будем не быстро, движок еще, можно сказать, на обкатке. И вот так это работает. Класс, то, что надо. Не передать словами. Просека через молодняк, две ржавые нитки и неизвестность. Вообще красота.
Собственно, сейчас мы огибаем перегруз, он где-то там. Тут, по идее, сейчас должны быть стрелки. Ну или стрелочная улица. Не знаю, как это здесь реализовано. Пути сильно заросли, кривые, косые. Вот, собственно, и стрелка обещанная. Давайте посмотрим, что здесь происходит. А тут происходит следующее. Один путь, второй путь. Да, стрелочная улица идет туда на перегруз. Вон его мы видим. И здесь же нас встречают тупики ширококолейных путей. Вот сюда столько вагонов можно было подать под погрузку. И до этих вот тупичков. Собственно, знак «Все по ПТЭ». Ну, а мы тем временем поедем дальше. Аккуратненько. Но эта стрелка видно по маршруту. Стрелочной машинки тоже уже нет. Сквозь траву и буреполом. Все как мы любим, друзья. Тоже ржавая стрелка без машинки. И вот одинокий путь идет в сторону торфпредприятия. А, мы же с вами забыли, еще два пути от него отходило. Вот они. Точнее, он один, стрелку мы не застали. И нам по маршруту только одна. Так. И, конечно же, станция. Первая стрелка. Вторая стрелка. Мачты освещения. Когда-то здесь кипела жизнь. Ну, а сейчас только так. Несколько путей для отстоя вагонов, для подачи. Подавались на разгрузку груженые. После разгрузки ставили сюда, ожидали новой погрузки. В общем, такая технологическая передача вагонов. Но, судя по продолжительности станции, составчики здесь были вполне себе неплохие. По протяженности, я имею в виду, по количеству вагонов. Ну, оно и не мудрено. Как я говорил, самая длинная узкоколейка около 40 километров, в районе 40 километров в лучшие годы. Логично, что по такой длинной линии удобнее возить длинные поезда. Так. И нас ведет маршрут прямо в сторону торфпредприятия. Хочу отметить, что узкоколейка такая классическая по рельсам. Нет вот этих вот огромных балок стальных, как на той же самой Тверской узкоколейке. Там рельсы вообще ширококолейные использовали. Здесь же узкие, кривая состоит из прямых рельс. Ну, вот такая, знаете, классика жанра. Так, здесь, видимо, разворотный треугольник. Ну, как бы да. По этому пути, извините, мы с вами не поедем. Но на его стрелочку полюбоваться можем. Вот мы едем куда-то там, по идее, в сторону торфпредприятия. Ага. Все правильно. Одна стрелка, вторая нам на бок. Но они, в принципе, все здесь подходят к стойлам, к депо. Тут особого путевого развития и нет. Очень хорошо. Как раз сразу посмотрим, что здесь осталось. Хотя что-то мне подсказывает, что осталось, к сожалению, немного. Вот здесь-то встанем. Депо классика жанра. Кирпичный, силикатный кирпич. Да, кирпичный, силикатный кирпич. Так и сказал. Бывает. Ворота прям вот те самые. Мне так нравится атмосфера ворот старого депо. Вот эта вот монументальность, с которой раньше все делали. Дерево и металл. И ведь стоит до сих пор.
И ведь до сих пор оно служит. Хотя, справедливости ради, уже вот как-то вот так. А что у нас там? А там дестрой, товарищи. Просто путь в разнесенном цеху. Хотя вот какой-то кран-таль есть, какие-то лампы валяются. Я думаю, отсюда будет лучше видно и более понятно, что здесь происходило. Просто цех для обслуживания, скорее всего, вагонов. Есть он, лебедка для подачи. Ну, наверное, вагоны ремонтировали здесь. Опять же, это лишь предположение. Если кто-то знает наверняка, пожалуйста, напишите в комментариях. Это всем будет интересно почитать. Здесь все как по канонам игры «Сталкер». Постсоветские постройки. Все это заброшено, но закрыто. И справедливости ради, даже стекла не особо-то и побиты. Это, кстати, плюс местному населению, особенно молодежи. Как правило, молодежь грешит такой вот херней. А мы идем дальше. Обойдем это здание вокруг. Посмотрим, что здесь есть. Мехдвор. Место, где обслуживали автотранспортную часть. Торфпредприятия, автомобили, технику. И вот оно, пожалуйста. Ворота, ангары, цеха. В принципе, то же самое, как и локомотивное депо. Ну, принцип тот же, цель та же. Поэтому концептуально это все, конечно же, похоже. И вот он такой классический деревенский газон. Причем для перевозки горючки. Видите, у него тут знак такой специализированный. Ух, тоже заперт. Все заперто. И стекла целые. Класс. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Кузов от вахтовки. И слышите, на заднем фоне гоняют поезда, гудки. Это вот как раз проезжают станцию Иготина. Ага, здесь все, больше ничего нет. Линия Нижний Новгород-Котельнич. Очень она грузонапряженная. Поэтому поезда там ходят каждые 5 минут. Ну, как правило, соответственно, грузовые. Депо, к сожалению, закрыто, и нам пока что туда не попасть. Поэтому пойдем посмотрим, куда еще здесь ведут эти пути. Потому что мы проезжали, а вперед шел целый куст. Сарай или сортир? Ваши ставки? Сарайчик. Причем заготовки под веники. А это, ой, вы посмотрите. А это такой скворечник. Во, прямо из цельного дерева. Красотень. Ну и да, если кому нужна метелочка, вот такая вот есть. Кто-то делал, плел, теперь все это лежит никому не нужное. Дом старой технологии изготовления, сам он деревянный, армирован такими реечками и отделан вот этой вот шпатлевкой. Поэтому кажется, что он какой-то такой ровный, каменный. Привет. А там пусто. Только печь стоит. Видно печь? То-то же. Ну, а здесь все как-то вот так. Путь кончается тупичком, а его сосед разветвляется и тоже кончается очень скоро, потому что там уже дальше жилые дома. Здесь типа пилорамы лес добывают. Ну, как-то вот так вот была эта станция. Пока все не заросло. Интересно, что рельсы никто не стырил. Рельсы действительно на месте лежат. Ну, по крайней мере, пока. И выглядит это все очень круто и атмосферно. Когда нет стрелочной машинки, стрелка делается проще. Вот так вот ногами. Хоп. И готово. Я думаю, сейчас мы проедем, переводить не будем. Здесь, как видно, по рельсам движения нет. Так что, ребят, оставим пока так. Ну, в бой. А вот стрелка с треугольника и очень резкая кривая.
Редко приходится через заросли продираться. Зато путь, кстати, не расшитый, в прекрасном состоянии. Да, не погонять, конечно, все-таки первый раз едем, но как-то на душе спокойно. Перегруз мы посмотрели, здание торфпредприятия и депо тоже, так что теперь в светлую даль. А вот переезд с автодорогой, которая ведет в поселок, дорога жуткая на самом деле, кошмар. Нет никого на автомобиле. Да вроде нет. Ну-ка попробуем. Тяжело идет. Но мы даже не сошли. О-ля-ля. Давайте сделаем маленький пит-стоп. У меня есть большое желание смазать цепи. Все-таки сезон только начинается. Ох, красавица. Да, движок молодец. Просто супер. Лифан рулит. Пока мы его погасим. Слышите? Только тишина, и там какой-то шум воды. Ух, не провалиться бы здесь никуда. Далеко и глубоко. Тут канава. Ай, какая-то есть опора. Опа. Так. Так. Продираемся. Продираемся. О! Ребята! Смотрите, как четко мы встали. Вот серьезно, такие вещи, такие совпадения, это прям редкость. Плотинка бобриная. Блин, бобры бы не вышли. Я слышал, один бобер, по-моему, в Англии, мужику артерию на ноге прокусил. Ну и мужик, собственно, дуба дал. Класс. Вот она, настоящая бобриная плотина. Посмотрите, какая разница уровня воды. И они только там ее спускают. Заводь. Слушайте, бобрам респект. Я думаю, бобры достойны лайка. Да, и вот здесь вот тоже так это все подгрызано на конус. И там уже дальше идет ниже уровень воды. Причем, судя по этим песчаным намывам, раньше уровень воды был реально выше. То есть это они построили, ну, относительно недавно. Класс. И вода черная, торфяная. Все-таки дорога торфовозная. Ладно, прощаемся с бобрами. Поехали дальше. Микрозавал. А здесь как будто свежие щепки. Что это? Звериное что-то? Не знаю. Ладно, топорик есть. Сейчас я его быстренько расчикаю. Перед тем, как чикать, обратил внимание. Смотрите, кто тут живет. Какая она пушистая. Ее мы обижать не будем. Оставим здесь. А остальное сносим. Все, путь свободен. Магистраль просто шикарная. Одно удовольствие по ней ехать.
Здесь, видимо, когда-то был второй путь. Остатки шпал. Все уже заросло. А вот и стрелка. Стрелка ведет на бок. Так, остряк неплохо прилегает. Так, значит, на бок. Предлагаю проехать сначала прямо, а потом уже на бок. Так, сейчас мы ее сделаем. Ну, насколько это возможно. Ага. Ой, как птицы поют. Ага. Вот и все. Здесь ус кончается. Ну, теперь прилегает плотно. И все время нас сопровождает канава водоотвода. Ну, судя по тому, что она наполнена, да, не зря копали. С другой стороны такая же. Раздолье для бобров. Иногда попадаются, это факт. Но в целом складывается ощущение, что по линии редко-редко, но что-то ездит. Она не так заросла. Да, наката вроде не видать, хотя вроде что-то как будто и проклевывается. Листва трава на путях давленная. Редкое движение, походу, здесь есть. Опять то самое странное ощущение, когда не знаешь, а как долго ехать придется. И дорога кажется бесконечной. Ох уж это Кировская область. Ай, проказница. Выходим в какой-то болотине, друзья. Сразу посветлело. Жалко, солнышко скрылось за облаками. Тут так ярко было. Да, лесное болото. Красиво. Спил свежий, по-любому ездили. И, видимо, на Пионерке. Повоз бы здесь, конечно же, не прошел. Ага. А тут вот так, да? Но это не какой-то целенаправленный разбор. Это кто-то стырил. Суки. Ладно. Поехали дальше. Ладно, надо помочь ей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А здесь как будто есть какой-то подъезд. Да, вон следы от колес. Видимо, кто-то начал дорогу дербанить, ну так,
неофициально. Пока одну плеть или две вывезли. Видимо, проба пера. Вот интересно, а куда они рельсы тащат? Их же нигде не примут. Странные люди. О, костылечек. Ну, с вашего позволения, возьму его на память. Ладно, сейчас дрезину сюда переставляем и едем дальше. Нашел деревца, оградил. Назад, скорее всего, поедем уже в темноте. Очень не хочется неожиданно так вот столкнуться, сойти с путей. Ладно, продолжаем, ребят. Есть, на удивление, в хорошем состоянии. Что не скажешь об автомобильной дороге. Так, ну если здесь пути не сняли у подъезда, значит, хороший признак. Едем дальше. Вот вам и 1,5 километра. Гильзу охотничью поставили на рельс. Видимо, проверять, будет кто ездить или нет. Свои тут уловки на этой дороге. А может, так и проверяют, работает ли узкоколейка или нет. Есть ли тут какое-то движение. Или пути уже типа бесхозные. Здесь пути начинаются уже похуже. Вон, видите, что творится. Поэтому здесь, в принципе, гнать-то и не надо. Это вставлено или растет? Вставлено. Надо будет ее обратно вставить на это же место. Опа! Ладно. Едем дальше. Интересно, зачем ее сюда вставили? Что-то отметить, наверное, место. Здесь, конечно, берег он пополз. Норы чьи-то в большом количестве. Ладно, едем дальше. Так, еще одна стрелка. Там висит тряпка. Давайте подъедем, посмотрим, насколько тутус вообще длинный, чтобы не тратить время, как на прошлый. А нифига он не длинный. Вот уже и окончание. Ага. Значит, все-таки что-то доразбирают. Видимо, они начали снимать сначала с усов, а потом уже главную линию. Что на самом деле единственно возможный вариант. И опять дорога уходит куда-то в бесконечность. Вот вам и 1,5 километра, ребят. Сколько мы уже едем? Что примечательно, на дороге нет завалов.
Ну вот только вот это вот. Ладно, сейчас устраним. Путь свободен. Похоже, насчет завалов я накаркал. Ну это так, херня, быстро сейчас. Даже без топора разобрались. Да, определенно накаркал. Ну, ничего, разберемся. Красивые болотца. Цвета такие. Огромная бетонная труба. И снова в лес. Даже вот так. Упали, завалились. Все, тут остаются торфовозные вагоны. 3 штуки, ребят. Вот они дном кверху. Блины со сцепки сняли. Вот такая картина. Торфовозные вагоны. Ну да, если только когда будут на металл разбирать. Только тогда их отсюда вывезут. Он 86-го года. Так, ребят, у меня есть такое предложение. Сейчас уже совсем вечереет. Я предлагаю возвращаться и внести коррективы в планы и продолжить завтра. Как ориентир, вот это вот деревце. Оно уже здесь повалено. Я его трогать не буду. До него завтра доеду и отсюда мы продолжим. Потому что сейчас туда рубиться, даже без горячего чая, еще ехать хрен знает сколько, плюс дорога обратно. Но я думаю, вы понимаете. Поэтому включаемся завтра. Вот он, день следующий. Доехали до того же самого места. Вот этот завал. Конечно, дорога совершенно другая, по светлу, когда впереди целый день, когда светит солнце, собран, доволен, бутерброды, термос чая. Совсем это все по-другому воспринимается. Я на этот раз стартанул от того переезда через автомобильную дорогу, потому что тот участок мы уже проехали, плюс там есть разобранная часть. Ну, в общем, нет смысла по нему рубиться. А здесь нам предстоит доехать до самого окончания трассы. Этим утром я встретил местного жителя, с которым пообщался и выяснил, что он работал здесь машинистом. Эксплуатировали тепловозы Ту-4. Он на них откатал колесные, потом работал на севере. В общем, богатая биография у него. Сейчас уже почти 20 лет как на пенсии.
говорит, эту дорогу сейчас разбирают, но в отличие от того, как мы привыкли, когда идет поезд, снимают шпалы, накладки, подкладки, костыли, все это на платформу и назад, здесь разборка производится трактором. И трактор это все дело вытягивает, ближе к какой-то автомобильной дороге подъезжает воровайка, все это на себя и погнали. Поэтому сегодня мы, возможно, увидим, как разбирают эту дорогу. Считаю уже исторические кадры. Я думаю, когда эта серия выйдет, от этой дороги мало уже что останется. Ладно, меньше слов, больше дела. Предлагаю разобраться с этим завалом и поехать дальше. Несколько взмахов топором, и дорога открыта. Значит, для чистоты эксперимента новый GPS-трек пишу. От переезда до места бывшего завала 8,35 километра. Это мы посчитаем общую длину дороги, ну, на день моего посещения. Ну, поехали с Богом. Посмотрим, куда нас это приведет. Погода сегодня просто шикарная. Везет нам неимоверно. Небо чистое, светлое, солнышко, тепло. Комарья еще нет. Ой. Кировская область нас балует, друзья. Рельсы прям картинно ржавые. Выделяются на фоне травы. Да, кто-то ездил. Болотца. Снова работа для топора. Да, все-таки сошли. Не получилось эти ветки форсировать. Ну, бывает. А вот это, кстати, подстава, походу, от бобров. Ну, скажите, кто еще может вот так вот обточить дерево, оставить вот такие вот огрызки, сожрать кору, здесь оставить следы от зубов? Только бобры. Ну и вот они тут тоже устроили. Значит, посмотрите, что творится. Точат зубки. А нам приходится после этого разгребать. Ну ладно, ничего страшного, есть бензопила. Заглушил двигатель. Кукушка, птица поет. Красота. И узкоколейка.
Ну, совсем же другое дело. Болото какое. Не зря эти канавы копают. Сколько едем, все они заполнены водой. Да, здесь, по-моему, проще отрубить. Здесь был разъезд. Второй путь пошел. Я тут и первый-то уже так зарос. О, есть. Так, стрелка прямо по маршруту. Да уж, у нас за вчера не было столько завалов, сколько вот сейчас. Ладно, бензопила, настало снова твое время. А вот это действительно стрёмная штука. Рельсы просто в воздухе висят. Все остальное здесь уже вымыто. Как-то так. Здесь какая-то была шпала. Вон, видите, там костыли торчат. Подкладка. Стык в воздухе висит. Жутковатые места. Хотя рельсы не ходят. Да. Тут-то магистраль и обрывается. Совсем свежие следы. Кто знает, может, буквально пару-тройку дней назад здесь еще лежал путь. А вот тут, похоже, уже дольше его разбирают. Нет свежих следов наката. Все такое размытое, ну, как будто дождик был. Да, увы, не доехали мы до бывших полевых баз. Они куда-то туда вдаль уходят. В дальнюю лесную даль. Дороги такие вот для лесовозов, для тракторов. Самое то. И какая красивая природа, друзья. Вот посмотрите, никогда не перестану радоваться и удивляться. Мох, брусничка, деревья. Тишина. Только птицы поют. Самое то для привала и пикника. Вот нам тут даже бревен навалили. Попиваю чаек, слушаю пение птиц. Вокруг меня уже летают те, кто хочет немного полакомиться. Такой вот стол получился бесхитростный. Там бутербродики. А вот они. Чаечек. Попиваю я чаек и думаю,
все-таки хорошо, что мы успели хотя бы это посмотреть. Вспоминаю узкоколейку завода Ивсиликат, ну, как-то там совсем было грустно, мы не успели. А тут, ну, большую часть линии, да, мы с вами посетили. Да, там, конечно, были полевые базы, там добывали торф, но справедливости ради, о чем мы там с вами уже не видели. Те, кто на канале давно, уже посетили множество и торфпредприятий, и торфполей, и коробочки, и комбайны, и ворошилки. Все это мы видели. А если вы не видели, я настоятельно вам рекомендую посмотреть эти видосы. Судя по отзывам в комментариях, они интересные. Так что можно будет и подписаться, и свои комментарии оставлять на какие-то интересные. Я отвечаю лично. Все комментарии я читаю, так что welcome на канал. Все, привал закончен. Естественно, мусор берем с собой, ничего не оставляем в лесу. И сейчас будет самая такая приятная часть. Это дорога назад. Просто выставлю нужную скорость, сяду, ноги свесить и любоваться дорогой. Все завалы уже расчищены, никаких опасных мест на этой узкоколейке нет. Просто ехать и наслаждаться видами. И сразу комары жрать перестали. Ну, так вообще можно ехать долго. Благодать, тепло, светло, сухо. Класс, друзья. Конечно, вам ровно показывать дорогу – это определенный труд. Камеру держу одной рукой. Если ее куда-то поставить или закрепить, там все будет вот так вот болтызиться. Нереально будет. Поэтому приходится, да, чуть ли не работать. А сейчас... Ой. Ладно, ногами вперед, ветка. Ногами вперед все-таки не очень, поэтому поеду по-нормальному. Итак, добрался до места старта. Сегодня проехал 29 километров. Собственно, вот Комсомольский, а вот окончание ветки. Мы вчера не доехали, ну, в принципе, небольшой кусочек. Закончить видео я хотел бы на самом торфпредприятии, неподалеку от депо. Дело в том, что куст путей, который шел к воротам депо, это еще не все. Один путь отходил в сторону. И, собственно, вот его трасса. Я думаю, здесь прекрасно видно рельсы. Одна нитка уже отсутствует, но другая ведет прямиком вот в эти ворота. Я так говорил, что это мехдвор. И что здесь трактора обслуживаются. Трактора, техника и прочее. И я не знаю, как так получилось, но нам, похоже, фартит. Давайте-ка попробуем. Ах, аромат. Еще и свежо так. Да, видимо, здесь тоже что-то обслуживали, причем что-то дизельное. Может... СУшка какая была, потому что здесь помимо Ту-4 еще и СУха была. Вот. Также из тепловозов, как удалось узнать, был один тепловоз Ту-7. Но он тяжелый, на какие-то временные делянки он заезжать не смог. И, соответственно, его очень быстро нафиг порезали, потому что он был не нужен. Ну, а тогда жилось хорошо. Техника не подходит или устарела. Режем ее. Ой, это как будто буферный от Ту-4. Прикольно. Может, действительно здесь какой-то был типа цеха по ремонту. Может, здесь склад есть. Потолок вот такой вот. Он прям рискует обвалиться на нас. Или точнее мы рискуем, находясь здесь. Всякие ледорубы, топоры. Куча мусора. Старые ящики промасленные. И главное здесь, да, прям аж капает. Ух, вот это жесть. Проводка-то какая. Собственно, насколько я знаю, в депо мы бы увидели нечто похожее. Такой же дестрой, такое же руинирование.
Даже видно, что что-то когда-то сюда заезжало. Все это в таком масле густом. 10-13. 10-12. Интересно. И от автодорожных каких-то ограждений такие вот разметочки. Вот как-то так. Собственно, здесь я бы и хотел закончить это видео, потому что места более подходящего трудно найти. К тому времени, как выйдет серия, скорее всего, дорога будет уже либо полностью, либо почти полностью разобрана. Удалось дозвониться до бывшего начальника торфпредприятия Александра Владимировича. Он сказал, что все, дорога продана, дороги больше нет. Так что дороги действительно, можно сказать, что уже нет. Ну а вам я желаю быть, так что до новых скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, все читаю. Всем пока-пока, друзья!